Привет! В этом видео ты узнаешь, тупеет ли человечество с каждым годом, если да, то как это побороть. Перед просмотром прошу поставить лайк и подписаться на канал. Тест IQ стремительно падает, но что с этим делать, ведь предпосылок замечено никаких не было. Так вот, многие ученые, в том числе из России, говорят о том, что тест IQ больше не актуален, потому что перед человеком в 21 веке стоят ряд других задач, и тест IQ не может охарактеризовать человека уже в нашем новом мире. И как раз поговорим о глобальных технологических изменениях в нашем мире. Ведь эти изменения, интернет, наличие в свободном доступе большого количества электроники у людей, ведут к так называемому цифровому аутизму. Что это такое? Как раз и поговорим. То есть человек перестает просто-напросто думать. Например, если раньше человек читал или бумажную какую-либо литературу, то сейчас он потребляет весь контент, всю информацию в основном через интернет, через свой смартфон. Так вот, было проведено опять же ряд исследований, которые подтверждают, что интеллект человека и его, так сказать, сознание в полной мере формируется до 25 лет. Большинство информации, которую мы ищем в интернете, мы ее не запоминаем. Ведь современному человеку уже не нужен счет в уме или хотя бы на бумаге. Это все может сделать калькулятор. Не надо высчитывать какие-либо проценты. Если человек сидит в социальных сетях или где-либо в интернете хотя бы не более 2-3 часов в день, то его жизнь значительно улучшится. Можете сами попробовать, так сказать, ощутить все прелести отказа от электроники на собственном примере, на своей шкуре. Что нужно делать? В первую очередь, когда вы занимаетесь какими-либо делами, отложите смартфон. Что еще? Нужно сделать в своем расписании такой час, когда вы проверяете все сообщения из социальных сетей. Когда ты постоянно смотришь новости, они влияют на тебя негативно, и ты наполняешь негативом все больше и больше. Поэтому я рекомендую, и попробовал это на собственном примере, это мне помогло, в принципе, эмоционально и улучшило мою продуктивность, она возросла в разы. Поэтому сделайте себе такое правило, как сводка уведомления. Не читайте также много новостных пабликов, например, которые репостят одинаковую информацию в том же, например, Телеграме, да, там образно новости Москвы, и там будет 10 одинаковых пабликов. В общем, почистите свои медиа, какие-либо активы, и сосредоточьтесь на том, что вас будет продвигать выше. Привет! Если ты хочешь поддержать мой канал, у тебя еще нет этой карты Тинькофф Black, переходи по ссылке в описании к этому видео, оформляй карту, получай кэшбэк только в виде рублей. Никаких баллов и никакого обмана. Ну а ролик продолжается. Главное, начинайте больше творить, и это уже принесет какие-либо положительные результаты в будущем, возможно. Ставьте цели, которые вполне могут быть вами реализованы. Больше общайтесь, ищите новые знакомства. Общайтесь именно вживую. Откажитесь от общения в интернете. Понятное дело, по каким-либо рабочим вопросам общайтесь. Сделайте еще какой-нибудь себе один день выходной. Например, пусть это будет какой-нибудь день, который вам максимально удобен в вашем расписании. Там воскресенье, суббота, возможно, или пятница. Когда вы можете прийти и насладиться всем контентом, который вы пропустили за неделю. Прочитать все сообщения во всех группах. Понятное дело, оставьте уведомления от важных групп. И опять, не залипайте много в ТикТоке, в Инстаграме. Если вам нужно что-то получить оттуда, еще ладно, да, вы можете смотреть какие-либо туториалы, но тогда ставьте эти туториалы себе в расписании, не надо делать все произвольно. Составьте себе расписание на каждый день, запишите желательно его в какой-либо блокнот, может быть, и приучайте себя следовать этому расписанию. Ну и в конце хочу сказать, да, все человечество тупеет, но вы не стыдитесь этого. Видите, мозг, когда он работает, он выбирает те задачи, которые более
простые. И так реализовано многое в этом мире. Но приучайте себя от более простых задач идти к более сложным. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Пишите комментарии,